Здравствуйте, здравствуйте! Меня зовут Ольга Мартыненко, и я бизнес-тренер компании Богуштайм. И сегодня давайте поговорим о том, как себя заставить. Как себя заставить идти на нелюбимую работу, делать нелюбимое дело, поднять себя с постели. В общем, что сделать для того, чтобы себя все-таки заставить что-то сделать? И я очень часто слышу сейчас этот вопрос, и я понимаю, почему я его часто слышу, потому что у меня все больше и больше в окружении русскоговорящих, а я живу в штате Мичиган, и я понимаю, что этот вопрос поступает именно от них, и тут же на этом же месте я понимаю, что иностранцы как-то не сильно заморачиваются вопросом, как себя заставить делать что-то нелюбимое, что-то ненужное, что-то то, что тебе не приносит удовольствия, но я тут провожу параллели, что, наверное, все-таки люди именно постсоветского пространства заморачиваются поэтому, потому что от наших родителей нам перешли некоторые ситуации, которые связаны у них в жизни, когда они не могли выбирать, когда им приходилось все-таки делать то, что нужно для того, чтобы заработать небольшие деньги, чтобы хоть как-то выжить. У нас сейчас есть возможность выживать. И есть возможность выбирать. И поэтому мы сами выбираем и сами создаем себе будущее. И поэтому, как себя заставить, есть только вот две причины, почему это возникает. Первая причина – это отсутствие целей. То есть банально ты себя заставляешь, и ты не знаешь, ради чего ты себя заставляешь. Ну, то есть придумал какую-то задачу и делаешь ее вот как что ты с ней делаешь, но ты не знаешь, ради чего ты делаешь. Соответственно, это тебя не вдохновляет. И второе, ты себя заставляешь, потому что ты себя в жертву приносишь. То есть непосредственно занимаешься самоуничтожением. Говоришь, вот я такой, можете и меня использовать. И поэтому ты себя заставляешь и делаешь, приносишь себя в жертву ради других чужих целей. Вот. Если со вторым все понятно, пока ты не поймешь, ради чего ты живешь, ты здесь ничего не сделаешь, то с первым пунктом отсутствия цели можно еще что-то сделать. И поверьте, отсутствие цели, ну значит, с этими целями нужно что-то делать, их нужно создавать, а создавать их не так просто, потому что тогда, когда у тебя нету цели, тебе нужно их откуда-то взять. А как их взять? Просто садись. Бери бумажку и пиши. Пиши много-много всяких желаний. Все начинается с желаний. Пиши все, что начинается со слова «хочу», все, что начинается когда-то, о чем ты когда-то мечтал. А потом ты это переводишь в цели, определяешь сроки, описываешь детали. Вот, собственно говоря, когда у тебя есть список твоих целей, когда ты просыпаешься утром, и ты не можешь проснуться, ты задаешь себе вопрос: а зачем я должен проснуться этим утром? И когда ты понимаешь, что тебе нужно проснуться, чтобы начать делать какой-то проект на работе, внедрять какие-то идеи, а эти идеи тебе принесут кругленькую сумму денег, и ты наконец-то сможешь попутешествовать или поехать куда-то на Мальдивы со своей женой, или вдруг вот наконец-то в своей жизни заглянуть туда, в жерло вулкана, если это была твоя мечта, у тебя на это есть средства. В общем, все, что угодно из твоего списка желаний ты можешь осуществить. И это тебя должно поднимать с постели, и ты уже не будешь себя заставлять, как конячку мы подгоняем, да, туда вот идти. Ты не будешь себя заставлять куда-то идти, потому что ты точно будешь знать, что тебе надо, и ты уже это будешь делать. Вот. Поэтому заставлять себя не надо. Все. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, лайкайте его. Если вы хотите быть с нами, подписывайтесь на канал. Я желаю, чтобы вы ни в коем случае себя не заставляли, не искали никаких мотивов. Мотивы у вас находятся всегда в середине, а всегда способствовали выполнению ваших желаний. Все, до скорых встреч!